Всем привет! Добро пожаловать в новый мастер-класс. Сегодня будем вязать вот таких заек, кроликами кто-то их называет. Голова у них набита, тело пустое. Они могут служить и как комфортеры, как игрушка. Мне кажется, для ярмарок очень классный вариант. Вяжется быстро. Нужен всего моточек пряжи. Давайте вот этих милашек свяжем вместе с вами. Нужен моток пряжи. У меня это будет Himalaya Dolphin Baby. Вот номер. И дополнительная пряжа. Вы можете вязать, в принципе, его одним цветом. Я их делаю немножко с пятнышками, с такими. Мне кажется, они прикольнее, интереснее. Более миленько так смотрится. Хвостик тоже разноцветный. Любой остаток пряжи. Там надо грамм 10, наверное, на этого зайчика, ушко и там пару пятнышек связать. Вот как вариант использования остатков, какой-то базовый цвет и клубочек остатков для пятнышек, вот чтобы связывать остаточки свои. У меня это, по-моему, Дольче остаток, ведь без этикетки уже сказать точно не могу. Так, у меня уже связана одна лапка, ушко и ножка. Дальше нам понадобятся глазки 10-12 миллиметров можно. Вот у меня 10 вставлено. Мне больше нравится, когда маленькие глазки у этого зайки. Крючок 4 миллиметра. Маркер. Иголки для пришивания деталей и иголка длинная с белой нитью. Небольшая утяжка будет глазок, совсем чуть-чуть. Так, давайте переступать. Начнем с ушка. Вот одно у меня уже готово. Ушки разные, разного цвета. Поэтому одно будет такое. Вы, если хотите, одного можете вязать. Разницы нету. Так, что-то у меня запуталась пряжа. Сейчас. Так, набираем цепочку из 6 воздушных петель. Первую закрепляем. И набираем 6 воздушных петелек. Оставляем подлиннее кончик, чтобы заправить его сзади ушка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую петлю от крючка делаем прибавку. Прибавка. Можем маркер поставить. Дальше по цепочке вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. В последнюю петельку вяжем в одну петлю 4 столбика без накида. 3, 4. Кто-то из соседей сегодня решил попилить. Дальше вяжем 3 столбика по второй стороне цепочки, 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И в последнюю петельку вяжем прибавку. У нас получается в работе 14 столбиков без накида. Теперь мы по кругу провяжем 14 столбиков без накида, без изменений. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Провязали. Теперь вот этот вот хвостик, нам его надо спрятать. Мы будем туда-сюда крючком его продвигать вниз. Где он? Так. Продвинули. Сюда вперед его заводим. Теперь нам нужно сложить ушко пополам. Наверное, мы ее сюда еще вот так выведем. И вот так мы его закрепим. Вот, на лицевую сторону вывели. Сложили ушко пополам. И буквально 2-3 петельками без накида прошьем его. 2. Третью соединительным. Оставляем ниточку подлиннее, чтобы пришить. Вытягиваем. Вот такое ушко получилось. Вот этот хвостик можно обрезать. Вот 2 ушка. Откладываем. Дальше вяжем ручку. Две воздушные петли, ну, либо кому удобно кольцо амигуруми с плюшевой пряжей. Во вторую набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующий ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка, 2 раза. 1, 2. Первая прибавка. И 1, 2. Вторая прибавка. Провязали. Теперь 3-й, 4-й ряд вяжем 8 столбиков без накида, без изменений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3-й ряд и 1, 2, 3, 8. 4-й ряд. 5-й ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка, 2 раза. 1, 2. Первая убавка. 1, 2. Вторая убавка. Складываем ручку пополам. Ничем ее набивать не надо. Ручки-ножки тоже мы не набиваем. Складываем пополам и сшиваем столбиками без накида. 1, 2, 3. Видите? Косячок вовремя закончился. Тут уже мы отрываем коротенькую ниточку, потому что ручки будут ввязываться. Так, вот.
лапки, ручки. Теперь вяжем ножки. Также набираем 2 воздушные петли, либо кольцо амигуруми. Во вторую петлю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше вяжем 6 прибавок. Хотите, маркер надену. Так. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. Дальше вяжем 3-4 ряд, 2 ряда по 12 столбиков без накида, без изменений. Так, провязали 2 ряда по 12 столбиков без накида. 3-4 вяжем 5 ряд, 1 столбик, 1 убавка, 4 раза. 1 убавка. 2. Столбик без накида. 3 убавка. И столбик без накида. 4 убавка. У нас получается в работе осталось 8 столбиков без накида, и теперь нужно провязать 6-7 ряд, 2 ряда по 8 столбиков без накида. Провязали 6-7 ряд по 8 столбиков без накида. Дальше вяжем 8 ряд, 4 убавки. 1, 2, 3, 4. Ножку тоже мы ничем не наполняем. Делаем соединительный столбик. Отрезаем ниточку подлиннее, потому что будем пришивать. Вытягиваем. Заправляем в иголочку. Закрываем чуть-чуть дырочку и выводим на одну из сторон То есть этой стороной мы будем пришивать к телу. Значит, сейчас берем розовую ниточку. В иголочку. Да, с дольче, конечно. Сейчас я заправлю. Так. Отрезаем тоже небольшую ниточку. Вводим с изнаночной, получается, стороны. Ну и рандомно, плюс-минус, чтобы одинаково, вышиваем пяточку и пальчики. Так. Несколько раз просто проходимся по пяточке. Переходим потом на пальчики. Тоже несколько раз. Раз, два. И третий пальчик.
Видите, что мне не нравится в дольче, что вот я вяжу из воланса, да, 2 кусочка, а из дольче я тут вот вся в пуху. Вот он везде, просто вот не останавливаясь, летит. Так, все, завершаем, выводим в ту же дырочку, в которую мы вводили. Вот, видите, все надо очищать, снимать. Вот наша лапка. Сейчас мы завяжем здесь узелочек и спрячем просто вовнутрь. Лишнее срежем. Все. Запрятали. Вот. 2 лапки. Они могут получиться немножко разные, это ничего страшного. Вот, например, как у этого зайки. Я имею в виду вышитые пальчики, лапки, пяточки. Так. Теперь начинаем вязать голову. Видите, это все уберу. Голова тоже вяжется. Вообще зайка вяжется очень быстро, очень просто. И вот такой вариант для ярмарки, вот чтобы их несколько штук связать. Она и бюджетная получится игрушка, так как 1 моточек уходит пряжи только. Ну, даже целый моток он не уходит, естественно, на этого зайца. Там чуть больше, может, половины только уходит на него. Вот. И мне кажется, такие милашки, они очень нравятся и деткам. Да я и сама кайфую от заек, от этих. Так, голова. Кольцо амигуруми или 2 воздушные петли. 6 столбиков без накида в одну. 1, 2, во вторую от крючка. 3, 4, 5, 6. Дальше делаем 6 прибавок. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Следующий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. 1, прибавка 1, прибавка 2, столбик без накида, прибавка 3, столбик без накида, прибавка 4, столбик без накида, прибавка 5, столбик без накида и последняя 6. Следующий ряд вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка, 6 раз. 1, 2, 1 прибавка. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 4 прибавка. 1, 2, 5. 1, 2, 6.
Так, дальше нам нужно провязать 4 ряда без изменений. Вы можете вязать одним цветом. Я буду добавлять розовые пятнышки. Так. Провязываю, достаю одну петельку. Это первый столбик без накида у нас будет. 4 ряда нам надо вязать по 24 столбика без накида. Это первый. Вводим нашу розовую ниточку. И просто в рандомном порядке, видите, у этого так, и поменьше пятнышко, у этого такое наискосок. Это уже как хотите. Я провяжу три петельки. Первую, получается, бежевым цветом я провязала, сейчас вторая, третья, четвертая, то есть розовым 3 петельки провяжу. Смотрите, что я делаю. Значит, когда я перехожу от цвета к цвету, мы когда вяжем из хлопка, полухлопка, из любой другой пряжи, не плюшевой, мы ниточку цвета второго как бы ввязываем, да, чтобы пустить ее по кругу. Я этого делать с плюшевой пряжей не буду и не делаю, потому что в плюшевой пряже цвет второй, который мы стараемся спрятать, он все равно проступает. Я буквально провязываю 2 петельки. Видите, он все равно он будет виден. Поэтому по всему периметру изделия я не пускаю его. Провязываю буквально 2 петельки и дальше вяжу до конца ряда, ну, до того места, до которого мне надо. Цветом. Так. Здесь я хочу на 2 петельки раньше начать вязать розовый цвет. Поэтому вот 23 столбик без накида в ряду я петельку достаю. Для начала мы зафиксируем вот этот хвостик. Просто столбиком соединительным узелочек такой завязываю и обрезаю, чтобы оно не мешало. Так, вот смотрите, 23-ю петельку я вытянула. Беру аккуратненько розовый. Смотрите, просто чтобы не было сильного натяжения. Ну, по-другому, к сожалению, вот так вот провязываю. И вот у меня будет, получается, на 2 петельки раньше. Сейчас вот 24-ю я провяжу. То есть этот столбик-то у нас остается предыдущего цвета. Вот я провяжу розовой. Также бежевую чуть-чуть прячу в пару рядочков, в пару столбиков буквально. 24-й столбик. И второй ряд начинаем, получается. 1, 2, 3 столбик без накида, 4, 5, 6. Ну, тут 1 оставлю. Ну, там уже смотрите, как хотите. Дальше берем опять бежевую нитку. Сильно не натягиваем. Получается, розовую кладем сверху. Провязываем буквально, смотрите, чтобы она была сильно не натянута. 2 столбика. Все, розовую вниз и вяжем уже, как обычно, до конца
ряда. Так. Здесь я точно так же сделаю начало, как в прошлом ряду, но закончу на один столбик меньше провяжу. Опять розовую ниточку берем, выводим, смотрим, чтобы не натянуто сильно было. Бежевую пару петелек провяжем. Ну, вот из плюшевой пряжи, конечно, сложновато вот такие делать всякие пятнышки, переходы именно вот такого формата. Когда два цвета в одном ряду, ну, тоже ж хочется красоты. Может, кто-то умеет это делать по-другому и поделиться в комментариях, будет здорово. Вот, я одну не довязываю, опять беру бежевую. Так. Вот так. Меняем цвет мы всегда, вытаскиваем одну петельку предыдущего цвета и провязываем петлю новым цветом. Так, перетянула. Это у нас третий ряд. Вот, 2 столбика я провязываю. Вот видите, оно все равно видно. Утягивай, не утягивай, но все равно будет видно. Вяжем до конца ряда. У меня с этими кондиционерами вообще горло не хочет никак выздоравливать. Так. Ну и завершим, наверное, я вот раз, два, нет, вот эти 3 петельки провяжу. Это последняя 24 ряда была петля. Вы можете вязать одним цветом. Он тоже получится красивый. Так, раз. Меняем сейчас цвет. Где розовый? Так. Провязываем 3 столбика. 2, 3. Это 4-й ряд у нас уже идет. Мы, в принципе, пятнышко можем закончить. Можно продлить. Я закончу. Угу. Так. Вытягиваем петельку. Меняем цвет. И довязываем до конца ряда. — 24 столбика без накида. Это 4-й ряд. Так, сейчас мы зафиксируем еще вот эту ниточку,
чтобы она никуда не убежала. Вот такая куча мала у нас получается, но другого выхода, к сожалению, я не нашла пока, как по-другому вязать. Дальше что мы делаем? Если вы вязали одним цветом, следующий ряд нам надо сделать 6 прибавок. Если вы вязали одним цветом, то вы можете прям сразу с начала ряда просто сделать 6 прибавок и провязать 18 столбиков без накида потом до конца ряда. Я хочу немножко сдвинуть, ну вот до сюда примерно, чтобы у меня пятнышко получилось сбоку. Вы можете изначально пятнышко вязать в другом месте. Вот я 3 петельки провязала. И начинаю следующий ряд вязать 6 прибавок. Раз, два, три, 4, 5, 6. До конца ряда 18 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вы если переносите, как я, то маркер, переносится тоже. Начинаем мы ряд с 6 прибавок. Дальше нам надо провязать 3 ряда без изменений. Смотрите, можно пятнышко также сделать, вот с этой стороны, например, да, связать пару петелек каких-то, чтобы пятнышко было. В любом абсолютно месте можно это сделать, если хотите. Я этого делать не буду, мне вот такие нравятся они. 3 ряда без изменений, 30 столбиков без накида. Так, провязала я 3 ряда по 30 столбиков без накида. Дальше вяжем следующий ряд. 1 столбик без накида и делаем 6 убавок. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. До конца ряда 17 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Сейчас ставим глазки. Где наши глазки? Вот наш ряд с прибавками. Между последним рядом без изменений, где мы вязали 24 столбика без накида, и между рядом с прибавками, примерно где первая, раз, два, 3. Вот так. Вот у нас первая прибавка. Смотрим.
Первая и последняя прибавки. Можно сделать поменьше расстояние между глазками. В первую и в предпоследнюю оно особо роли не играет. Ну, просто немножко разное выражение мордочек получается. Вот. Сейчас я зафиксирую. Так, глазки я зафиксировала. Теперь вяжем следующий ряд. 2 столбика без накида, 1 убавка 6 раз. 1, 2. Убавка 1, 2. Убавка 2. 1, 2. Убавка 3. Убавка 4. Убавка 5. Убавка 6. На этом этапе мы набиваем голову. Так, набили и вяжем последний ряд головы. 1 столбик без накида, 1 убавка 6 раз. Первая убавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Ничего не отрываем. Мы будем продолжать вязать тело с этого же места. Сейчас можем сделать утяжки. Так, утяжки нам нужны совсем небольшие, поэтому я прям в синтепон вставляю иголку. Отрезаю. Совсем чуть-чуть. Первый глазик. И второй. Ниточка спряталась. Завязываем. Так. И носик тоже вышьем. Изнутри так вот вставляем наружу иголочку. Чуть-чуть. Можете носик каким хотите вышивать. Треугольничком,
Вот я этому хочу сделать такой пимпочкой. Видите? У этого треугольничком. А этому такой хочу. Все. И выводим нитку назад. Туда, к синтепону, чтобы они все спрятались, не мешались, не болтались. Вот такой. Там завязываем, оно внутрь все спрячется. Где наши уши? Такой милашка. Так, начинаем вязать тело. У нас в голове был последний ряд. 1 столбик без накида, 1 убавка. 6 раз. И сейчас вяжем тело. 1 столбик без накида, 1 прибавка. 6 раз. Прибавка 1. Столбик без накида. Прибавка 2. Столбик без накида. Прибавка 3. Прибавка 4. Прибавка 5. Что у меня рука совсем работать не хочет, левая. Прибавка 5. Столбик без накида. Прибавка 6. Так, у нас получается 18 столбиков без накида. Провяжем один ряд 18 столбиков без накида. Так, 1 столбик и второй тоже, 2 столбика, 2 ряда по 18 столбиков без накида, без изменений провяжем. Дальше следующий ряд будет 2 столбика прибавка 6 раз. 2. Первая прибавка. 1, 2. Вторая прибавка. 1, 2. Третья. 1, 2. Четвертая. 1, 2. Пятая. 1, 2. Шестая. У нас уже 24 столбика без накида. Провяжем следующие 2 ряда без изменений по 24 столбика без накида. Провязала я 2 ряда по 24 столбика. Вяжем следующий ряд 3 столбика без накида, прибавка 6 раз. 1, 2, 3. Прибавка. 1, 2, 3. Прибавка 2. 1, 2, 3. Прибавка 3. Прибавка 4.
Прибавка 5. Прибавка 6. Так, я вам, кстати, забыла сказать, что на ручке тоже надо длинный кончик оставлять, чтобы пришить их. Они пришиваются, они ввязываются. На моменте, где будем заканчивать ручку, я подпишу, чтобы кончик для пришивания оставили. Сейчас будем пришивать ручки. Смотрите, я их буду пришивать между вторым и третьим рядом туловища и оставлять между ними 6 столбиков без накида. Все ниточки выводим наизнанку и тут крепим. Итак, смотрите, ручки я пришила. Дальше что мы делаем? Мы складываем вот так вот голову, иголка с ниткой. Будем прошивать вот здесь голову, чтобы синтепон наш не выходил из головы. Прошиваем. Неудобно на камеру. Так, дальше что мы будем делать? Нам нужно чуть-чуть голову пришить к телу. Мы с этой изнаночной стороны нитки можно туда еще запихать. Сейчас мы это все подтянем. Вот. По второму ряду будем пришивать голову. Ну, можно, в принципе, и снаружи это делать. С изнанки удобнее. То есть мы должны чуть-чуть между вот вторым и третьим рядом, где мы пришивали ручки, мы вот так вот перешиваем голову. К телу. Вот. Так получается. И так по кругу. Вот. Сзади будет лучше всего видно. Вот мы когда шили, у нас такое вот получилось, как типа шея, но она плоская. Она нам плоская не нужна. Мы вот как будто пришиваем связанную отдельно голову к связанному отдельно телу. Можно, конечно, связать отдельно, но это не очень надежно, так как игрушка такая, которая будет таскаться везде за собой. Но все равно со временем
И ниточка может отойти, голова, чтобы она не отлетела. Мы вяжем цельно, а потом, скажем так, делаем имитацию пришитой головы. Да? Ну вот. Так вот у нас получилось. Дальше нам нужно связать. Мы закончили последний ряд. Тело 3 столбика, прибавка 6 раз. У нас получается 30 столбиков в работе. И нам нужно провязать 6 рядов без изменений. 30 столбиков без накида. Так, провязала я 6 рядов. Видите, здесь я тоже сделала пятнышко на теле. Дальше вяжем ряд 3 столбика без накида. Ну, если хотите, можете тоже сделать. Можете просто одним цветом связать. Так, следующий ряд мы вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка 6 раз. Раз, два, 3. Убавка раз. Раз, два, 3. Убавка 2. Раз, 3. Убавка 3. Раз, 2, 3. Убавка 4. Раз, 2, 3. Убавка 5. Раз, 2, 3. Убавка 6. Так. Дальше нам надо провязать следующий ряд. 2 столбика без накида, 1 убавка 6 раз. Потом ряд 1 столбик без накида, убавка 6 раз. И последний ряд 6 убавок. 6 убавок последние сделала. Ниточку в иголку. И затягиваем нашу дырочку. Выводим спереди. Здесь у нас будут пришиваться ножки, поэтому можем даже зафиксировать на узелок, спрятать и обрезать. Так, вот такая неваляшка у нас получилась. Самостоятельно пришиваем ушки. Ну, примерно вот между 2 и 3 рядом головы. Пришиваем ушки и вторая. Тоже прикладываем. Вот так. Нужно вот так чуть-чуть наискосок. Пришиваем лапки. Пришьем, потом свяжем с вами хвостик. Так, вот такой малыш у нас получается. Ушки. Все, пока еще в пуху. Давайте хвостик свяжем. Две воздушные петли или кольцо амигуруми. 6 столбиков без накида набираем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше следующий ряд. Вводим новый цвет, делаем 6 прибавок. Раз, 2, 3, 4,
5, 6. И провязываем 12 столбиков без накида следующий ряд, без изменений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Давайте завяжем вот эти ниточки, где мы цвет меняли. Все обрежем. И свяжем последний ряд. 2 столбика убавка 4 раза. 1, 2. Убавка 1. Ой, 3 раза. 1, 2. Убавка 2. И 1, 2. Убавка 3. Соединительный столбик. Ниточку подлиннее. Вот такой у нас хвостик получается, и мы его сейчас пришьем к зайке. Так, хвостик пришили. Вот. Такой малыш у нас получился. Они всегда получаются разные на мордочке. Зависит от цвета пряжи, от толщины пряжи. Они всегда, вот смотрите, 2 одинаково связанные мордочки, но они разные. Да, вот это тоже с этим. И эти между собой тоже разные. Они всегда получаются абсолютно разными, индивидуальными. Вот такими милыми. Спасибо, что вязали со мной. Буду рада пальчикам вверх, вашим подпискам и комментариям. Всем пока!